Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 30 сентября, понедельник, и этот выпуск я начну со срочного сообщения. Вашингтон-Пост. Израиль планирует ограниченную наземную операцию в Ливане, которая может начаться в ближайшее время, сообщил Вашингтону официальный представитель Израиля. Но здесь мы видим продолжение тактики, которую избрали оба государства, США и Израиль. Израиль планирует втайне от кого-либо свою предстоящую операцию, а затем буквально в последнюю секунду сообщает об этом Вашингтоне, который до этого якобы ничего об этой операции не знал и не должен был знать. Ну, насколько это верно или это игра, или на самом деле, мы так немножко попытаемся ответить на этот вопрос, анализируя следующее сообщение, но пока продолжу это. Срочное сообщение Вашингтон-Пост. Планируемая Израилем кампания будет меньше по размаху, чем его последняя война против Хизбаллы в 2006 году. И она будет сосредоточена на зачистке инфраструктуры Хизбаллы вдоль границы, для того, чтобы устранить угрозу для израильских приграничных общин. Вот до последнего момента в Хизбалле, видимо, в государственных структурах Израиля шло обсуждение, каким образом, какие масштабы будет предпринимать дальнейшие активные действия Израиля против Хизбаллы. Хизбалла, а также ее покровители в Тегеране поклялись отомстить за те удары, которые уже нанес Израиль, но пришли к выводу, что это практически нереально. Нереально это потому, что за последние дни в результате этих ударов, которые нанес Израиль, Хизбалла потеряла примерно 50% своего боекомплекта, но это даже не критически, даже это не критически, потому что до этого комплект ракетный, согласно аналитическим сообщениям, у Хизбаллы составлял примерно 100 тысяч единиц. То есть, если 50, то осталось где-то 50 тысяч единиц, что немало для ракет. И таким количеством можно нанести было бы значительный урон Израилю. Но главное оказалось в другом. О том, что в результате нанесенного в пятницу удара по штаб-квартире или по конспиративному помещению Хизбаллы была уничтожена практически вся верхушка организации, то есть весь командный состав, примерно 20 человек. И вот это и послужило, видимо, основной причиной того, что руководство Хизбаллы пришло к выводу, что на настоящем этапе важнее сохранить, вернее, попытаться восстановить организацию, восстановить ее командную структуру, ну, то есть обратить все внимание на будущее, на восстановление, зализывание ран. А потом уже, когда этот этап будет завершен, тогда можно будет приступить и к операции мести, нанесения ответного удара по Израилю. И вот читаю я эти сообщения и, улавливая ход мысли руководства Хизбаллы и насколько оно влияет на планируемые операции, я провожу какие-то аналогии. То есть давайте подумаем. Значит, Хизбалла оказалась неспособной противостоять Израилю сейчас. И фактически речь идет, не полной сдачи, не о полной сдаче, но о сливе позиций. Организация не способна дальше сражаться с Израилем, хотя еще месяц назад грозилась устроить какой-то ад для Израиля, если он что посмеет там сделать. И произошло это в основном из-за того, что руководство Хизбаллы было обезглавлено. 20 человек, и организация не боеспособна, несмотря на значительный сохранившийся боекомплект. А теперь посмотрим, что произошло в Украине, когда в начале этого года был уволен генерал Залужный и 17 других генералов, которые до этого достаточно успешно отражали атаки агрессора и даже наносили ответные удары. То есть как-то так вот примерно одинаковые ответные действия. Но с одной стороны, что касается Хизбаллы Израиля, удар по Хизбалле, который ее обезглавил, был нанесен смертельным врагом, противником Хизбаллы, коим они считают Израиль.
А здесь же обезглавливание собственных вооруженных сил было осуществлено своей собственной владой. И вот в результате действий Израиля, значит, Хезболла оказалась неспособной фактически на дальнейшее сопротивление. А в Украине произошло то, о чем предупреждали американцы и представители других стран НАТО, в частности Великобритании. Катастрофа, они говорили неоднократно в течение нескольких дней до того, как стало известно о принятом решении увольнения Залужного и всей его команды. У меня, вот если вы посмотрите февраль месяц этого года, там несколько видео подряд с такими же криками аларемистскими, с которыми Вашингтон предупреждал полгода до февраля 22 года: готовьтесь, грядет катастрофа, грядет агрессия. Вот примерно так же они предупреждали: не трогайте Залужного, не трогайте верхушку ВСУ, это лучшее, что у вас сейчас есть, иначе будет катастрофа. Но было принято вот такое, то есть удар собственными руками по собственному руководству был нанесен такой, какой наносит один смертельный враг другому. Поразительно, поразительно. Ну и в ответ в развитии этой информации о том, что вот-вот Израиль перейдет границу, южную границу Ливана и начнет там операции, министр обороны Соединенных Штатов Америки анонсировал наращивание военного присутствия на Ближнем Востоке. В рамках этого приказа туда будут направлены дополнительная ударная ваймарская группа, авианосная группа. Будут приведены в состояние повышенной боеготовности те американские вооруженные силы, которые там находятся, и те, которые туда подойдут, ну и там целое подразделение новые. Значит, конкретно, что произойдет? Остин приказал авианосной группе Авраам Линкольн, которая по его же приказу месяц назад была передислоцирована с Тихоокеанского направления ближе сюда, ближе к Ближнему Востоку, ближе к Средиземноморью, и получила приказ оставаться там. В это же время из Норфолка, штат Вирджиния, отправилась туда же, в тот регион, авианосная группа, по-моему, это был, да, Гарри Трумэн. И сейчас она уже находится на подходе. Кроме того, туда же в ближайшие дни будут направлены соединение, которое состоит из средств воздушной поддержки, а также две амфибийные группы, которые находятся в Восточном Средиземноморье, получили приказ там и оставаться. Эти группы состоят из двух амфибийных судов. Туда же входят тысячи морских пехотинцев, туда же входят самолеты F-35, которые находятся в распоряжении корпуса морской пехоты. Чем примечательно присутствие этих амфибийных судов? Они готовятся к операции, прежде всего, по эвакуации населения. Если действительно разгорятся жаркие бои в Ливане и будет сопровождаться массовым потоком беженцев, вот эти амфибийные группы и будут их эвакуировать. Вообще в Ливане, как сообщают западные корреспонденты, которые там присутствуют, царит паника. Сначала эта паника охватила южные районы Ливана, теперь эта же паника в полном масштабе имеет место в Бейруте. Люди бегут с насиженных мест в огромном количестве, хотя Израиль предупредил, что это будет ограниченная военная операция, и в основном она ограничится южными районами Ливана. Кроме того, туда направлено целое соединение военно-воздушных сил, которые ударное. Это уже не на случай эвакуации, а это на случай, если разгорятся там полномасштабные военные действия с участием, я думаю, это прежде всего отражает опасения, что Иран может вмешаться в это предстоящее событие. Так вот, туда направлены, что редко бывает, самолеты «Раптор», это F-22, ну, F-35 я им сказал, то есть лучшие истребители 5-го поколения, многоцелевые, там будут F-15E, F-16, а также А-10. То есть это уже ударное соединение. Ну, что касается Ирана, то есть надежды на то, что Иран
присоединяться к этим военным действиям на стороне Хезболлы не будет. Возможно, что-то предпримут хуситы, но и это вряд ли, потому что если они вмешаются, это может вовлечь уже и Иран, даже если он будет отказываться в том, что это он настропалил хуситов на вмешательство. В общем, ситуация взрывоопасная, и мы ожидаем активизацию там боевых действий буквально в любую минуту. Теперь, значит, один из моих зрителей прислал мне сегодня видео, которое посвящено было сенсационному сообщению о том, что Китай резко изменил свою позицию, развернулся в сторону Украины и всего прогрессивного человечества, и теперь в пику России будет помогать мирному урегулированию в Украине. Попросил прокомментировать. Ну, могу прокомментировать, что вот такая постановка вопроса, она в корне противоречит всему тому, что происходит здесь, в Вашингтоне. И я понял, что давно мы с вами не говорили о Китае, а происходили немалые изменения, модификация, рекалибрация, как это называется сейчас, позиции Китая в отношении России, Украины. Поэтому счел необходимым прояснить эту позицию, отношение Соединенных Штатов к ним и, в общем-то, на что мы можем здесь рассчитывать. Ну, в качестве основы я выбрал один из аналитических документов последних организаций, который называется Atlantic Council, Вашингтонская аналитическая группа, которая тесно связана с Белым домом, с эстаблишментом вашингтонским, которая включает состав аналитиков, бывших послов, высокопоставленных, военных там, и так далее. Короче говоря, серьезная организация. И вот недавно они побеседовали на эту тему о позиции Соединенных Штатов по вопросу урегулирования в Украине с Кондолизой Райс, которая занимала должность в администрации Джорджа Буша-младшего и была там помощником президента по национальной безопасности. Ну, нельзя сказать, что она республиканка, она работала, то есть она чистый профессионал, она работала и в демократических администрациях, однако ее взлет был именно в администрации Джорджа Буша-младшего, тогда, когда вот закончилась холодная война и шли первые годы мира и выстраивались отношения между Америкой и Российской Федерацией. С тех пор много времени ушло. Много раз пересмотрели то, что произошло, и то, что происходит сейчас. И вот эта организация выдала аналитический документ. Сейчас я вам приведу его основные положения. Начинается драматически документ. 2 темные тучи нависли над Генеральной Ассамблеей ООН на этой неделе, когда открылась ее очередная сессия. Первая тенденция, настораживающая, негативная, это растущая опасность китайско-российского сближения, сотрудничества на международной арене. А второе – это неуверенность в том, сможет ли руководство Соединенных Штатов принять этот вызов после предстоящих президентских выборов. То есть смогут ли Соединенные Штаты противиться или что-то вообще делать против китайско-российского сближения. Ну и здесь уже вот содержится ответ на вопрос, с которым ко мне обратился зритель. Что-то изменилось в китайском отношении по отношению к Украине? Пересмотрели ли они свою позицию? Пошли ли они на какое-то охлаждение отношений с Москвой, не говоря уже о конфронтации? Нет. Наоборот, Китай все больше, но тайно увязает в углублении сотрудничества с Российской Федерацией. Хотя достаточно тонко, настолько тонко, что поймать их за руку в нарушениях каких-то санкций до сих пор не удавалось. Кондолиза Райс сказала представителям Atlantic Council, что считает наступающую эпоху, которая будет после предстоящих президентских выборов, значительно более опасной, чем холодная война, которая закончилась в 1991 году. Это объясняется тем, что возникли глубокие внешние опасности,
для Соединенных Штатов, вообще западного мира и его союзников. Ну и вопрос о том, могут ли теперь эти союзники что-то предпринять. Вот эти опасности Кондолиза Райс назвала всадниками апокалипсиса. По словам Райс, Соединенные Штаты должны заявить, причем сделать громко, о готовности Америки продолжать участие в жизни мира, потому что великие державы не занимаются только своими делами. Это, так сказать, вызов или брошенная перчатка представителя бывшей республиканской администрации, ну, так называемых неоконов, неоконсерваторов или неорейганистов. Перчатка в сторону трампистов, магии и лично Трампа, который выступает за то, чтобы свернуть участие Соединенных Штатов и сконцентрироваться исключительно на внутренних делах. По словам Райс, если мы не будем формировать международную обстановку и повестку дня, то это сделают другие, такие державы, как Китай и Россия. Я просто надеюсь, что мы в Соединенных Штатах сможем понять и признать это, а не впадать в чувство, что мы можем просто махнуть на весь мир, сосредоточиться внутрь своих дел и проблем, а мир пусть что хочет, то и делает. То есть, так по большому счету, она призывает не уходить вовнутрь, а наоборот, активизировать по сравнению с настоящим моментом, активизировать внешнюю деятельность Соединенных Штатов Америки. Вместо изоляционизма она предлагает еще более активную интервенционистскую, что ли, позицию Соединенных Штатов. Под интервенционистской я понимаю не ввод войск куда-либо, а большую активность на международной арене. Полицейский должен проснуться и быть более шустрым, иначе можно потерять все. Главная проблема – Китай, который надо останавливать. То есть тут, как вы видите по подзаголовку, ни о каком потеплении, сближении и ни о каком изменении глобальном видения Китая на то, что происходит вообще в мире, и на войну Украины против агрессора, значит, ничто не указывает на то, что произошли какие-то действительные изменения. Китай, основная его черта, как подчеркивает Кондолиза Райс, является лицемерие в его политике. Но мы с вами прекрасно знаем, и читатели мои использовали это слово неоднократно, когда писали мне их восприятие по поводу той или иной внешнеполитической позиции Пекина. Так вот, по словам Кондолизы Райс, это не новость в глобальных делах. Это нечто объективно присущее многим государствам в разные времена. Но, по ее словам, в области лицемерия с Китаем соревноваться практически невозможно. Его лицемерие превосходит все границы пересекает. На словах он отстаивает приоритет национального суверенитета, и с другой стороны, значит, когда речь идет об Украине, то есть национальный суверенитет, он подразумевает контроль за своей территорией, суверенный контроль, это прежде всего. И вроде бы это и является первым пунктом всех этих мирных планов Пекина в отношении Украины. Но когда дело доходит до конкретики, то как-то об этом забывается во втором пункте, на котором должен быть присутствовать тезис о возвращении оккупированных в результате агрессии территорий Украины. Но он просто пропадает, зависает, так сказать. Высокопоставленные американские чиновники считают, что без Пекина Путин не смог бы поддерживать свою убийственную, преступную, полномасштабную войну в Украине, которая длится уже 3-й год. Что важно, высокопоставленные американские и европейские чиновники находят своих китайских коллег непреклонными, когда американцы и европейцы требуют у китайцев сократить поддержку российской войны. Причем китайцы в этом вопросе гораздо более непреклонны, чем почти по любому другому вопросу. То есть как скала. Где-то могут быть подвижки, где-то может быть проявлен прагматизм, но в отношении России
Украины и того, как заканчивать эту войну, как урегулировать, Китай в сторону Украины не сдвинулся ни на йоту. И что касается поддержки Москвы, то ничто не предвещает какие-нибудь позитивные изменения. Здесь приводятся, значит, слова одного китайского дипломата, который поведал своему американскому коллеге, подвел, так сказать, итоги. По его словам, Путин и Си Цзиньпин вместе провели порядка 60 встреч за все время. И, как он утверждает, они провели несколько тысяч, не сотни, а тысяч часов, не знаю, может, оговорился, нет, но так написано, 1000 часов на переговорах. То есть, сколько времени, а время – это деньги, да, это даже не только как деньги, это и власть, и это все остальное, то есть время не вернешь. Столько времени люди инвестировали, в основном я имею в виду здесь Си Цзиньпина, столько времени потратить, инвестировать на встречи вот с этим кремлевским, это свидетельствует о том, какую значительную работу роль этот кремлевский предполагает играть в внешнеполитических планах Пекина. Но это позволило им продвигать свое общее дело по подрыву глобального лидерства Соединенных Штатов, несмотря на то, что между двумя странами, Китаем и Россией, имеется достаточно много очагов напряженности, потенциальной напряженности, и если их так развить, а это можно делать потенциально, то это может даже привести к враждебности. Старшие должностные лица Госдепартамента, Белого дома, которые присутствовали на открытии Генеральной Ассамблеи, а затем встречались со своими коллегами, дипломатами других стран в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, они приводили факты, обескураживающие факты, согласно которым, по их оценкам, поддержка Китаем войны России против Украины удвоилась. Да, они соглашаются, американцы, что Китай пока не поставляет оружие сам. Но его поддержка российской оборонной промышленности включает в себя много других форм, таких как поставка станков, затем комплектующих, затем полупроводниковых микросхем. И все это для ВПК Российской Федерации. Это же включает, сюда входят химические компоненты для взрывчатки, передовые технологии, при помощи которых Россия потом убивает мирных жителей Украины и разрушает города и инфраструктуру Украины. Появилась еще одна тенденция. Некоторые компоненты, которые американские компании поставляют китайским в рамках двусторонней торговли, потом вот эта компания-получатель китайская передает это, делает трансфер другой китайской компании, которая потом поставляет это в Россию. Вот он канал, еще один канал, каким образом американские комплектующие могут попадать в то оружие, которое сейчас производится американскими корпорациями. Поддержка Китая играет решающую роль в развитии ВПК России. Например, китайская помощь позволила России увеличить производство танков со 100 единиц до 1000 единиц в год, в 10 раз. Можно ли что-то сделать? Посол Соединенных Штатов в Китае Николас Бернс, не путать с директором ЦРУ Уильям Бернсом, мы полны решимости остановить это. Но если полны решимости, то, видимо, есть и возможность. По этому поводу на этой неделе, вернее, на прошедшей неделе в Нью-Йорке прошел трансатлантический форум по геоэкономике, который был, в частности, организован вот этим же Атлантическим центром, а также одним из аналитических центров Германии. И там была анонсирована следующая информация, что за последние несколько месяцев Соединенные Штаты ввели санкции против более чем 300 китайских фирм. Это сказал тот же Николас Бернс. Но, к сожалению, мы не увидели изменений в поведении китайцев. Поэтому им следует ожидать, что мы продолжим эти карательные усилия, чтобы ясно дать понять, что мы не собираемся оставаться в стороне, пока Китай существенно помогает России укреплять не только свой потенциал вооружений, но и свою оборонную базу. Но дальше я вам приведу примеры, которые свидетельствуют о том, что китайцы все-таки слушают, когда вот эти санкции сформулированы четко, определенно, и
Китай вынужден предпринимать меры, которые губительно сказываются для Москвы. Далее, очень важная мысль. Связь Китая и России носит не только локальный двусторонний характер, она распространяет свое влияние, прямое или косвенное, на весь мир. Через партнеров по оси зла. Имеется в виду Северная Корея, которая стала более настырной и наглой, я бы сказал. Ну и, естественно, Иран. То есть через своих прокси. Значит, Иран, прокси, они взрывают обстановку на Ближнем Востоке. То же самое примерно делает Северная Корея в Азии. Тут, кстати, вот приводит это исследование, высказывание уходящего премьер-министра Японии Кисиды, согласно которой Северная Корея очень активизировала и ужесточила свои позиции и начала вести себя, в принципе, чуть ли не развязно. По его словам, значит, поддержка России позволяет другим диктаторам, в частности Ким Чен Ыну, безнаказанно нарушать суверенитет других стран. То есть вывод такой, что нарушение суверенитета Украины со стороны России при поддержке Китая фактически приводит к тому, что это может нарушать таким же образом другие диктаторы в других регионах могут нарушать суверенитет других стран. То есть фактически весь мир, Европа, это имеется в виду война Украины против агрессора, затем Ближний Восток, затем Азия, вот Латинская Америка пока еще не вспыхнула вот из-за этого конфликта или из-за этих действий оси зла. Но кто знает, что там происходит. Вот у меня есть знакомые, которые не так давно побывали в Венесуэле и говорят, страна набита военными, хоть они одеты там в разные формы без опознавательных знаков, но российские военные там четко отличаются, потому что говорят они на русском языке. То есть вывод. Мировые угрозы, они взаимосвязаны, и из этого следует, что судьба Украины и то, как закончится ее война против Российской Федерации, от этого зависит ситуация практически везде, во всем мире. Именно поэтому я говорю, сказал Кисида, уходящий премьер Японии, что сегодняшняя Украина может стать Восточной Азией завтра. И именно поэтому я повторяю, что безопасность Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона, они неразделимы. Что делать? Что делать с этой осью зла, в частности, с Россией и с Китаем? И что предлагает по этому поводу Кондолиза Райс? Очень интересная мысль. Нужно не пытаться их разделить и работать с каждым из них в отдельности, как до сих пор предлагали многие те, кто говорил в Вашингтоне, что самый главный у нас враг – это Китай. Вот давайте будем готовиться для сражений с Китаем там, через 5, 10 или там, 25 лет. А Россия – это так, второстепенная. По ее словам, нет. Надо с ними бороться одновременно. И не разделять их, а столкнуть их лбами. С тем, чтобы вот те очаги противоречия, которые между ними есть, чтобы они расцвели пышным цветом. Что она имела это в виду? Допустим, очевидно, что между Китаем и Россией существует какая-то напряженность в Центральной Азии, где Китай молча, но настырно и постоянно предпринимает конкретные дипломатические, экономические, политические действия, фактически выбрасывая оттуда Москву. Затем известна долгоиграющая, так сказать, пластинка, это мина, страшная, мощная мина замедленного действия, это спорные территории, которые Китай считает, что имеет на территории России, это громадные, огромные земли. И вот то, что предлагает Кондолиза Райс будущему президенту Соединенных Штатов, который будет избран в ноябре месяце. То есть нужно им показать, что у них мало общего. Фактически у них вообще нету ничего общего, кроме единого общего дела. Это противостояние Соединенным Штатам Америки. Это вот это желание навредить.
Это единственное, так, по большому счету, что связывает эти две страны. Причем, значит, Китаю нужен Путин как, ну, так сказать, гадильщик, который будет бегать там, лаять на Соединенные Штаты, пытаться укусить там и так далее. Короче говоря, Россия – это прокси Китая. Но и Китай нужен России, потому что без китайской помощи Россия ни на что не способна. Кроме того, нужно давить через санкции. В частности, нужно самым жестоким образом наказывать китайские банки, которые будут пытаться обходить вторичные санкции. Это вот в соответствии с директивой, которую подписал Байден в декабре месяце. И надо сказать, что эта директива возымела огромное воздействие на финансовую систему Китая и привела к тому, что Россия сейчас находится на пороге фактически финансового краха. И об этом я вам скажу в следующем, значит, сообщении. Сегодня же здесь, да. Все ожидают 12 октября этого года, когда вот в России должны произойти самые неприятные события в финансовой сфере. И нужно наказывать, нужно вводить новые санкции. И, то есть, опыт показывает, что когда санкции хорошо сформулированы и жестко исполняются, как это вот с финансовой системой Китая, то они и исполняются. Ну и, наконец, значит, нельзя запускать эту болезнь, по словам Кондолизы Райс. Вот она приводит пример, когда она находилась в университете и изучала историю международных отношений накануне Второй мировой войны. Германия, Япония, Италия – это разные были страны. У них были разные повестки дня. И она говорит, что она никогда не могла себе представить, что эти три настолько разные страны могут стать настолько дружелюбными и тесными союзниками, и что вместе они совместными усилиями могут причинить столько вреда и страданий всему миру. Вот нельзя, по ее словам, нельзя давать возможности вот нынешней вот этой странам оси зла развить их отношения вот таким же образом. Нельзя, нужно наоборот вот делать все возможное, чтобы разжечь их объективное противоречие по максимуму, не давать им сблизиться. Вот второе важное предложение, которое она делает. И в этом плане, по ее словам, наказание должно играть важную роль. Все они, их представители, ведущие, должны быть привлечены к ответственности, и они должны об этом знать. По словам Райс, реальный вопрос для следующего президента США заключается в том, будут ли Китай и Россия определять глобальное будущее, или Соединенные Штаты вместе со своими союзниками будут это делать. Несмотря на весь шум продолжающейся президентской кампании в Соединенных Штатах, этот вопрос является самым главным вызовом для нового главнокомандующего на протяжении следующих нескольких поколений. И теперь отойдем к этой статье, то есть те выводы, которые я для себя сделал на основании этой статьи. То есть та повестка дня, которую здесь обрисовала Райс и сделала свои предложения, это явно не повестка дня нынешней республиканской партии Соединенных Штатов Америки. Это повестка дня той республиканской партии, в которой она работала в 90-е годы. С тех пор многое изменилось. А сейчас то, что она говорит, это повестка не республиканской партии, не повестка Трампа, а это повестка, скорее, Камалы Харрис. И то, что сказала она, и те позиции, фундаментальные, так сказать, позиции ее ближайших советников по внешнеполитическим вопросам, которые, как ожидается, займут соответствующие посты в администрации, если она будет избрана, вот они свидетели о том, что это единственный человек сейчас, ну, из двух, естественно, который выступает не за изоляционизм, как это делает Венс и Трамп, а наоборот, за, я бы сказал, экспансионизм, наоборот. То есть Райс, она выступает не просто продолжать, как оно есть сейчас. Надо более активно и более агрессивно это делать, потому что администрация Байдена, ну, человек в возрасте, устал, да, это так.
она делает вот где-то в какой-то степени ее деятельность в русле пожеланий Райс, но недостаточно активной степени. То есть нужна новая кровь, нужно больше энергии, и Камала Харрис должна с этим справиться. Ну а теперь так, последнее, что касается Китая, России и так далее. Все ждут 12 октября. Что должно произойти 12 октября? В этот день истечет срок действия американской лицензии, которая разрешает операции с основными элементами российской инфраструктуры. Я вам напомню, летом были введены организации, которая называется OFAC. Это не ругательство. Кто знает английский язык, это офис управления зарубежными активами. Так вот, значит, эта организация ввела санкции против московской биржи, в результате которой там было запрещено торговать долларами и евро. Но до 12 октября там была выдана временная лицензия, согласно которой можно было практически торговать с помощью юаней. И в результате юань превратился фактически в единственной валютой, операции с которой производятся на московской бирже. Ну и в результате она стала единственной, российская экономика попала в страшную зависимость от Китая и от юаня, рубль фактически стал деревянным. Затем китайские банки, они, понимая, что скоро лицензия истечет, понимая, что есть вторичные санкции, то есть китайские банки вообще перестали какие-то транзакции делать с российскими. Те, которые проходили эти транзакции, они занимали многие месяцы, и были эти транзакции, сделки убыточными для китайцев. Короче говоря, все это шло по нисходящей, а вот 12 октября срок действия лицензии истекает, и все, значит. После этого действия лицензии, после истечения этого срока действия лицензии, все конверсионные операции, в том числе для дочерних компаний китайских банков, будут прекращены, а все открытые валютные позиции через московскую биржу с участием юаня будут закрыты и остановлены. Платежи на миллиарды юаней сейчас задерживаются из-за того, что китайские государственные банки прекратили операции с Российской Федерацией. Вот что происходит на самом деле. Надеюсь, это прояснит понимание, что происходит с Китаем, что происходит в китайско-российских отношениях. То есть Китай, я бы сказал так, в целом, анализируя, подводя черту под этими всеми разговорами. То есть Китай понимает, что Путин у него в кармане, и деваться ему некуда. Поэтому он ведет себя нагло и в высшей степени эгоистично. Китай подпитывает этого крысеныша в достаточной степени, чтобы крысеныш сохранил какую-то энергию для того, чтобы он продолжал кусаться. Вот, собственно говоря, и все. Надежды Москвы, что при помощи Китая они сохранят какую-то долю комфорта в жизни, значит, они разрушатся до основания. То есть их будут держать впроголодь, как рабов, которым деваться некуда. Вот, собственно говоря, и вся шкала взаимоотношений в политической и экономической области между двумя странами. А сейчас, вот последнее я вам рассказывал недавно, китайцы объявили о широкомасштабной программе инвестиций, вливания денег, колоссальных количеств в экономику для ее оживления. А для этого нужны страны экономически развитые, а Россия к ним уже не относится, поэтому им нужны платежеспособные страны, с кем бы китайцы могли торговать. Кстати, в Соединенных Штатах тоже планируется бум, не зависящий от китайского бума. Это предстоящее понижение серьезное, крупнейшее за, где-то говорят, 20 лет последних, снижение учетной ставки Центрального банка, вернее, Федеральной резервной системы. Ну вот, и это будет основополагающими тенденциями в экономике, а из этого, видимо, и будут определенные позиции, определенные изменения в политической области, но для Российской Федерации там зеленый свет никак не просматривается. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить этот выпуск. Слава Украине, вооруженным силам, враг будет разбит, победа будет за нами. Карфаген
должен и будет разрушен. Вам, дорогие друзья, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!